Суббота, 22 января 1983 года. Южно-Китайское море. Глубина под килем 4500 метров. Подводники в шутку называют это 5 минут на автобусе. Атомная подводная лодка К-10 идет на глубине 54 метра. И вдруг удар. Такой силы, что содрогается весь корпус многотонной атомной лодки. Она словно сцепляется с чем-то невидимым и несколько секунд движется вместе с этим чем-то, прежде чем разомкнуться. Командир объявляет тревогу. Запрашивает первый отсек. В ответ тишина. Через 2 минуты, которые командир потом назовет вечностью, приходит доклад. Отсек герметичен. Но что было там, в темноте, за бортом? Через полчаса на поверхности они увидят оранжевый бортовой огонь удаляющейся подлодки, и он погаснет, будто его никогда не было. А в носовых торпедных аппаратах К-10, деформированных при ударе, в этот момент лежат торпеды с ядерными боевыми частями. Кто на самом деле столкнулся с советским атомоходом в ту ночь, и почему ни одна страна мира так и не признала эту аварию своей? Давайте разберемся. К-10 — это атомная подводная лодка проекта 675 по классификации НАТО ЭКО-2. Такие корабли строились в Советском Союзе для одной задачи — охоты за авианосными группами вероятного противника с помощью крылатых ракет. К началу 1980-х К-10 входила в состав Тихоокеанского флота и регулярно ходила на боевую службу с заходом в пункт материально-технического обеспечения Cam Ranh во Вьетнаме, единственную советскую военно-морскую базу в Юго-Восточной Азии. Командовал лодкой капитан первого ранга Валерий Николаевич Медведев. В январе 1983 года К-10 выполняла обычный по меркам холодной войны маневр – межбазовый переход в подводном положении с проверкой отсутствия слежения. Проще говоря, лодка резко меняла курс, чтобы осмотреть кормовые и курсовые углы и убедиться, что за ней никто не крадется. А следить было кому. Регион кишел субмаринами 3 держав сразу. Советский флот прикрывал коммуникации в Южно-Китайском море. Американские подлодки вели постоянное наблюдение за советским судоходством. А у Китая, отношения которого с Советским Союзом в те годы были откровенно напряженными, в этом же районе, у банки Маклесфельда, спорной территории между Китаем и Вьетнамом, шли собственные секретные испытания. Именно в эту точку, где сходились интересы 3 флотов и где глубины моря вне банки достигают 4000 метров, и направлялась К-10 холодной январской ночью 1983 года. По воспоминаниям командира Медведева, ничто не предвещало беды. Личный состав отдыхал, шел обычный распорядок боевой службы. И тут удар. Не просто толчок, а ощущение, что лодка на полном ходу врезалась в препятствие и потащила его за собой. Дальше молчание первого отсека. Для командира атомной подлодки это самые страшные секунды. Если отсек не отвечает, это может означать разгерметизацию и гибель людей. К счастью, доклад пришел. Отсек герметичен. Лодка при этом продолжала идти заданным курсом, лишь слегка потеряв скорость, а нос чуть опустился. Верный признак повреждения носовой оконечности. В 21:31 К-10 всплыла в надводное положение. Командир поднялся в рубку и стал осматривать горизонт через перископную оптику. Ночь была темной, южные широты. И поначалу ничего. Тогда он приказал вернуться точно в точку столкновения. И вот там, вместе со штурманом и сигнальщиком, они увидели его. Оранжевый проблесковый огонь удаляющейся подводной лодки. По международным правилам, предупреждение столкновений судов именно оранжевые проблесковые огни в ночное время несут только подводные лодки, то есть под водой
в момент удара действительно находился еще один субмаринный корабль. Через 30-40 секунд огонь исчез в темноте. Кто уходил в ночь с поврежденной, а может быть тонущей лодкой, экипаж К-10 в тот момент не знал и, как оказалось, не узнает еще очень долго. Командование приказало К-10 идти в Камрань в надводном положении. Под водой возвращаться было уже небезопасно. Уже на подходе к базе стало понятно, насколько серьезным был удар. Носовая часть лодки оказалась искорежена. Килевая стальная дорожка толщиной 30 мм и длиной около 32 метров была срезана словно бритва. Все передние крышки торпедных аппаратов оказались повреждены и деформированы, включая аппарат с торпедой, оснащенный ядерным боезарядом. Среди обломков на носу нашли куски чужеродного металла, не от собственной обшивки К-10. К пирсу лодку не подпустили. Она встала на якорь, и к ней подошел катер с водолазами и членами специально созданной государственной комиссии. Наверх никого не пускали. Выводы осмотра экипажу не сообщили. Позже, уже в базе Приморья, из поврежденного корпуса начали осторожно вырезать искореженные торпедные аппараты вместе с той самой торпедой с ядерной боевой частью внутри. Официально советское командование запросило американскую сторону, есть ли в этом районе их подводные лодки. Штаб ответил «нет». Запросили Китай. Китай промолчал. А то, что произошло дальше, заняло не дни, а годы. Спустя примерно месяц после инцидента в районе банки Маклесфельда появилось китайское гидрографическое судно и что-то методично искало на дне. Само по себе это ни о чем не говорило. Но затем, спустя почти 2 года, в китайской печати вышел некролог. Группа ученых и инженеров погибла во время испытаний баллистической ракеты морского базирования JL-1. Ракету JL-1 в те годы испытывали именно с борта переоборудованной дизель-электрической подлодки проекта 031, той самой, у которой демонтировали часть штатных ракетных шахт под опытный ракетный комплекс. Первый успешный пуск JL-1 состоялся в октябре 1982 года, всего за 3 месяца до столкновения. И по косвенным данным, 21 января 1983 года, плюс-минус сутки от даты, которую называет сам Медведев, одна из этих китайских лодок находилась в море с группой разработчиков ракеты на борту и погибла со всем экипажем после столкновения с неизвестным объектом. Официально китайская сторона никогда не связывала гибель этой подлодки со столкновением с К-10. Некролог говорил об испытаниях ракеты. И только. На поразительное сходство даты, района, характера повреждений на К-10 и полное молчание в радиоэфире в ночь инцидента ни одного сигнала бедствия, только обломки, пятна солярки и пустое море заставляют военных историков почти со 100% уверенностью говорить о так называемом непризнанном потоплении. Подлодка военно-морских сил Китая погибла в результате столкновения с советским атомоходом К-10. И об этом молчали обе стороны просто по разным причинам. Есть в этой истории и горькая ирония. Советское командование поначалу разбиралось не с тем, кто виноват в гибели чужого экипажа, а с тем, не ошибся ли штурман К-10 в прокладке курса, не залезла ли лодка на мелководье банки. Хотя, как отмечают сослуживцы, штурман был опытным. Просто в этом районе, рядом с рифом, где дно резко обрывается от нескольких десятков сантиметров до 200 метров, определить точное место можно было только по звездам, астронавигацией. И это не единственная причина, по которой 2 экипажа, советский и китайский, оба опытных, вообще не заметили друг друга до самого удара. Дело в физике звука под водой. В это время года в Южно-Китайском море формируется так называемый слой скачка скорости звука. С глубиной скорость звука сначала растет, а затем на определенном горизонте начинает падать. Этот слой резко ослабляет гидроакустические сигналы, которые через него проходят.
В районе банки Маклесфельда слой скачка проходил на глубине от 50 до 70 метров, как раз там, где шли обе субмарины. Дальность обнаружения по разные стороны этого слоя падала до 300–1500 метров. При маневре проверки слежения К-10 могла попросту не услышать чужую лодку, которая шла на электромоторах, тише, чем атомоход, и почти вслепую навалиться на нее. И это была не первая подобная история для Тихоокеанского флота. 2 годами ранее, в апреле 1981-го, у острова Аскольд похожий удар пережила другая советская атомная лодка – К-324. Тогда в ее легком корпусе тоже нашли пробоину и чужеродные обломки. А спустя годы в печать просочились сведения о столкновении с китайской субмариной класса «Хань», которая, по этим данным, тоже не вернулась на базу. И тогда снова полное официальное молчание с обеих сторон. Военные историки, изучавшие оба случая, приходят к неутешительному выводу. За холодную войну под водой прошли десятки столкновений и аварий, о которых страны просто не сообщали друг другу. Американский адмирал Джеймс Уоткинс докладывал Конгрессу, что только за 5 лет, с 1983 по 1987 год, на кораблях военно-морских сил Штатов от радиоактивных утечек погиб 31 человек. А еще 1200 получили отравления и травмы. И это не считая аварий, случившихся с чужими подлодками у собственных берегов. Подводный флот всех держав жил и продолжает жить по правилу, которое сами американские моряки называют «silent service» – «тихая служба». Молчать, даже если под водой произошла трагедия. 22 января 1983 года атомная подлодка К-10 столкнулась под водой с кораблем, который до сих пор официально не назвала ни одна страна. Экипаж выжил чудом. Торпеда с ядерным зарядом в разбитом аппарате не сдетонировала. А по другую сторону удара, по всей видимости, погибла китайская подлодка с экипажем и группой ракетчиков на борту. Но Пекин ни разу не подтвердил связь между этой гибелью и столкновением с К-10. Океан хранит немало таких историй. Холодная война на глубине шла своим чередом, и ее жертв, как и ее тайн, официально не существовало. Увидимся.